От пациентки. С июля 2023 года сильные боли слева под ребром и около пупка переходят на поясницу. Тошнота, рвота, слабость. Запор чередуется с жидким стулом. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 31 года. Дата исследования 8 мая 2024 года. В динамике с КТ от 15 ноября 2023 года. Область исследования. Органы брюшной полости и забрюшинного пространства. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких на уровне сканирования очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров правильно расположен. Печень ККРП-Д 146 мм, ККРЛ-Д 69 мм, ранее 148 и 70 мм, контуры четкие, ровные, нативная плотность плюс 50 плюс 60 Хаунсфилда. Диаметр портальной вены 12 мм. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров, в шейке и дне перегиб, ранее только в шейке. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Холедох до 5 мм. Поджелудочная железа обычных размеров 26, 18, 23 мм, ранее 26, 19, 20 мм, с четкими контурами, паренхима однородна, плотность плюс 34, плюс 53 Хаунсфилда. Версунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Селезенка не увеличена, размером 104 на 43 мм, ранее 112 на 43 мм, с четкими, ровными контурами, без РГ контрастных очагов. Капсула прослеживается на всем протяжении. В области ворот дополнительная долька размером 15 на 10 мм. Надпочечники не увеличены, обычной структуры Y-образной формы. Правая и левая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна, паранефральная клетчатка интактна. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Сохраняются ранее описанные многочисленные мезентериальные лимфоузлы размером по короткой оси до 6-8 мм, ранее до 6-7 мм. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Минимально выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. На уровне пупка сформировано грыжевое выпячивание большого сальника на 16 мм, ранее 20 мм, диаметр грыжевых ворот 10 мм, ранее 18 мм. При внутривенном болюсном введении контраста очаги патологической васкуляризации не выявлены. Паренхиматозные органы накапливают контраст без особенностей. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно, без особенностей. Заключение. КТ-картина перегиба стенок желчного пузыря, количественной мезентериальной лимфаденопатии, пупочной грыжи. По сравнению с КТ от 15 ноября 2023 года, уменьшение грыжевого выпячивания, в остальном без динамики. Рекомендована консультация гастроэнтеролога, хирурга. 8 мая 2024 года К.М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В данных КТ по сравнению с ноябрем каких-то изменений нет, за исключением некоторого уменьшения пупочной грыжи. Сохраняется лимфаденопатия живота. Это признак длительно текущего, хронического воспалительного процесса в животе. Я бы рекомендовал сделать КТ-энтерографию для прояснения этого момента.